В этом видео вы увидите нефтяную компанию, автомобильную компанию и кривые декали. Привет, а сегодня я вам покажу свои мучения с этой моделью. Это гоночная Лада. Я понимаю, что это звучит примерно так же, как летающая улитка. Но самое интересное, что создатели набора решили полностью скопировать технологии АвтоВАЗа, чтобы работа с этой моделью у моделиста вызывала тоже неприятные ощущения. А скорее всего у разработчиков модели, как и у разработчиков АвтоВАЗа, на пальчиках вместо подушечек маленькие попочки. А меня зовут Даша, и вы на канале Dasha Models. И сегодня я буду строить гоночные «Жигули». Я долго не могла понять, что это за модель. Вроде бы это калина, но вы знаете, кто у нас в стране обожает желтые калины. А мордочка вроде бы у нее от рестайлинговой Гранты. А это гоночные раллийные автомобили, поэтому мне хочется сделать его несколько по-другому. У меня в арсенале уже есть несколько баллончиков красок от звезды, а это нитроакрил, и по идее он должен поддаваться полировке. А вначале я загрунтовала Ладу, а вернее только кузов. И, кстати, грунт от звезды – это лучший продукт в их линейке аэрозольных красок. Он отлично прилипает и к пластику, и металлу, и смоле. А после грунта я покрыла модель желтой краской от все той же звезды. И в целом даже без каких-либо манипуляций с основным слоем результат получился очень даже адекватный. Но ради интереса я решила попробовать пополировать краску, хотя в теории нужно все-таки полировать лак. Краска сама по себе отлично поддается полировке. И я проделала этот процесс при помощи гелей для полировки от Tamiya и также кусочка ремня. Но потом случился казус. Мне нужно было окрасить в черный цвет крышу калины, как это есть у прототипа. И я спрятала всю модель, кроме крыши, масками, буквально всю. И все равно несколько капель все-таки попали на желтую краску. Но я решила вопрос кардинально и сняла всю краску. А купить все необходимое для постройки моделей своими руками вы можете в магазине «Модельная лавка». Там я регулярно заказываю новые модели от фирмы АВД. Вот недавно я затарилась моделями КАМАЗов. И обратите внимание, что при покупке модели от АВД одна баночка любой краски от Мачете вам обойдется в 1 рубль. Оформляя свой первый заказ с этим промокодом, вы не только сэкономите 500 рублей, но и поддержите мой канал. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. Для снятия краски я использовала средства от фирмы Куда, и что любопытно, оно никак не повредило смолу, оно только лишь вспучило краску, которую я удалила потом тряпочкой. Металл такое средство не повреждает, теперь я выяснила, что и смолу тоже. И надо будет как-нибудь попробовать это средство и на пластике, но я побаиваюсь. После того, как я отмыла модель и дождалась ее высыхания, я решила провести еще один эксперимент и нанесла краску от звезды все ту же, но без грунта. И эксперимент провалился. Краска полностью скатывалась с поверхности модели. Так что вот вам вывод. Аэрозольные краски от звезды ложатся только на грунт. Я смыла краску с гранты и снова нанесла грунт. И мне было интересно попробовать нанести базовый слой на глянцевую поверхность. И есть такой лайфхак. Если вы хотите, чтобы металлик был блестящим, нанесите его на глянцевую поверхность. Я решила попробовать это с краской. И я решила нанести глянцевый лак на грунт. И эффект получился, кстати, очень прикольный. Лак, кстати, тоже от фирмы «Звезда», и он в баллончике. Но фокус тоже не удался. Краска отчаянно скатывалась с глянцевой поверхности, из чего можно сделать вывод: глянцевый лак только для достижения глянцевого результата. Так что это капитан очевидность. И я снова стираю краску с гранта. Интересно, что после нескольких циклов окраски и снятия краски смоле хоть бы что. И геометрия осталась на месте, и даже мелкие детали не поплыли. Ну а больше контента обо мне вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Бусти. Ссылочка будет в описании. И спасибо всем, кто поддерживает меня через функцию спонсорства на YouTube, а также в донатах в ВК и на Бусти. И так что я снова нанесла грунт и базовый слой краски. Я снова наношу маски и скотча для окраски крыши в черный цвет при помощи аэрографа. И, наконец, я ее покрасила. Мне останется проработать кисточками мелкие детали «Жигулей». И, в частности, мне надо покрасить мордочку в черный цвет в соответствии со знаменитым X-Face. И также я подготовлю поверхности фар, окрашу их отражатели в металлический цвет. А также я рекомендую подписаться на мои другие страницы в любой из удобных вам социальных сетей: Telegram, Цен, ВК, Одноклассники, а также я есть в популярных американских социальных сетях. Ссылочка есть в описании к видео. А это не первая модель, изображающая гоночный автомобиль на моем канале. Год назад я сделала модель гоночного автомобиля КАМАЗ с дистанционной ливреей и с титульным спонсором Red Bull. Я, кстати, очень рекомендую посмотреть это видео, оно получилось очень даже насыщенным и с великолепным результатом. А потом я сделала фантастический болид из советского альтернативного прошлого. Вот он. Это автомобиль советского спидигонщика «Москвич». А в Советском Союзе не было капитализма, это значит и реклама тоже. Так что на этом «Москвиче» красуются только бортовые номера. Процесс производства в подразделении «Лада Спорт», а именно эта фирма создает гоночные версии «Лад», отработан до мелочей. За основу берется кузов на ранней стадии производства. Без мастики, антикоррозийных материалов, элементов шумоизоляции. Кузов проваривается по специальной схеме, усиливается пластинами и кронштейнами.
Каркас безопасности изготавливается из соответствующих материалов и полностью соответствует документам Международной автомобильной федерации. Двигатель в своей основе стандартный, но готовится методом селективной сборки. В конструкции изменена головка блока цилиндров и установлены спортивные валы, доработанные впускной и выпускной коллекторы. Коробка передач практически стандартная, синхронизированная, но с измененными передаточными отношениями. Привода усиленные производства Lada Sport. В конструкции передней подвески подрамник с рычагами тоже изготовленный на Lada Sport. На автомобилях большей части участников Lada Rally Cup отечественные амортизаторы петербургской компании Spectrum, тормоза от модели Largus с тормозными дисками большого диаметра. Lada Granta в спецификации для кольцевых гонок может стоить порядка 1 миллиона 300 тысяч рублей, но придется еще немножко потратиться для ее адаптации к ралли. И, конечно же, у вас должна быть соответствующая инфраструктура, место и персонал для подготовки автомобиля к гонке, возможность его доставки к месту соревнования. И также есть вариант второй – это аренда автомобиля, которую сегодня предоставляют несколько компаний. Аренда с полным сопровождением обойдется вам от 250 тысяч рублей за этап. В эту сумму включены предварительные тесты, доставка автомобиля к месту соревнований, обслуживание на гонке, колеса и топливо. А если у вас уже есть соответствующая инфраструктура и нужен только автомобиль, цена аренды будет в 2 раза меньше. Но при вариантах, связанных с арендой, нужно не только предвкушать удовольствие от гонки, но и помнить об ответственности. Всевозможные в ходе гонки повреждения автомобиля придется вам оплатить. И настало время смывки, и тут не так много рельефа, который нужно углубить, но все равно эту процедуру необходимо проделать. В качестве выделителя дверей, капота, багажника я использую темно-коричневую смывку. А пока смывка сохнет, я займусь окраской днища автомобиля. И тут появились некоторые особенности работы со смолой, о которых я не догадывалась. Водные акрилы от Gemskill отлично держатся практически на любой поверхности, в чем я не раз убеждалась в своих работах. И поэтому черные элементы я смело задула из аэрографа без грунта. Я заметила очень интересный эффект. Краска на этой смоле превратилась в что-то типа резины, и она легко скатывается ногтем. И также я окрасила из аэрографа ковши сиденья, торпеда, а белым цветом из баллончика звезды я окрасила каркас безопасности. И вот тут начинается самый увлекательный момент в работе над моделью – это декали. И такое ощущение, что человек, который разрабатывал рисунок декалей, слабо представлял, какие размеры у самой Лады и какие размеры будут у модели. И поэтому все основные рисунки и надписи сделаны, я бы сказала, примерно. В целом они, конечно, повторяют контур нужных рисунков, но с размерами случилась какая-то беда. Так что я примерно как есть нанесла декали и закрепила их жидкостью от Major Models, иначе они никак не хотели прикрепляться к поверхности краски. Декали – это самая интересная часть экстерьера гоночного автомобиля, и вы можете разглядеть, какие спонсоры есть у команды Lada Sport. И, к сожалению, Роснефть мне не занесла ни копеечки за это видео, за что немного обидно. But now, yeah, make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. А в самом конце работы над моделью я поработала над задними фонарями, и тут были свои особенности в росписи. Так мне на 2 цельных деталях нужно было сделать прозрачное окно для света заднего хода и окрасить стоп-сигналы и поворотники. И вот такой автомобиль у меня получился. Это настоящая желтая Гранта. И она, в принципе, получилась довольно интересной, но довольно сложной.
Так что напишите в комментариях, как вам это видео, понравилось оно вам и подчеркнули вы что-то новое в этом видео. До новых встреч, пока-пока. They know that we're calling it wrong.